Добро пожаловать в музей. Рада вам представить современный музей каллиграфии, единственный в России, посвященный искусству красивого письма. Музей был основан в 2008 году Алексеем Юрьевичем Шабуровым. Начиналось все с частной коллекции и превратилось в музей, и на сегодняшний день фонд составляет около 5000 экспонатов различных произведений мастеров из 70 стран. Также при музее работает фонд «Национальный союз каллиграфов». Фонд был основан также в 2008 году. В составе союза 21 мастер-каллиграф. Для того, чтобы стать членом союза каллиграфов, нужно написать заявление. Это как работа, произведение искусства. Вот здесь представлены работы каллиграфов. Они все очень отличаются по стилю. Вот хочу вам показать работу Чубитько Петра Петровича. Он является председателем союза каллиграфов. Заявление выполнено на папирусе тушью из натурального пигмента каракатицы и красного коралла, гусиным пером и кистью. Это все вот здесь русские работы? Да, это работы, которые являются заявлением вступления в членство. Ага. Мне очень нравится вот эта работа. Очень такая утонченная, мне кажется. Но я хотела вам обратить ваше внимание на эту. Тавердяев Юрий Иванович. Заявление, его работа выполнена на материале береста. Такой очень материал капризный. Его собирают в определенное время года, чтобы он сохранил именно такие свойства, чтобы можно было использовать для каллиграфии. Кстати, очень нетипично, то есть на тонкой очень бересте, не на толстой, как древние летописи. А это как раз о учреждении, да? Или это тоже заявление? Да, это не заявление, я так понимаю. Это то, что учреждение непосредственно, да. Хартия Национального Союза. Национального Союза. Сергей, приветствую, да. Добрый день. Мы тут уже начали сразу с видео. Анастасия, моя помощница и директор по культурным связям, поэтому к вам не мог не взять в гости. Очень круто, если честно. Меня больше всего впечатлила история то, что заявление, наступление в союз прямо на входе, каждый в своем стиле. Здесь у нас Ближний Восток, да, то есть это на хибру написано Тора, и что самое интересное, Тора кошерная, то есть она готова к проведению молебнов. То есть, понятно, то есть должно быть определенное количество людей для того, чтобы совершить молебен официально. А в данном случае Тора не кошерная, то есть когда буквы битые, собственно говоря, размазан, то есть на этой Торе уже нельзя молиться, да, то есть а вот эта Тора как раз она, что называется, поэтому мы ее держим. Здесь же у нас книга рекордов Гиннесса, Мезуза, занесенная в книгу рекордов Гиннесса, писал ее Авраам Борщевский. И действительно, таких аналогов, соответственно, в мире нет. Да, все здесь находится. Она именно по размерам в книге рекордов? Да, именно по размерам. То есть никогда до этого никто ее, собственно говоря, не догадался. Таким образом происходит популяризация этого вида искусства. А за нашей спиной, соответственно, находятся брачные контракты. То есть тоже очень интересный вид, когда пишется соглашение между молодоженами относительно их дальнейшего проживания. Оно всегда в таком именно арт-формате. Да. Это думают свой какой-то дизайн. Да, обычно это дарят родители, то есть записывают пожелания детей, это все оформляется в богатую орнаментом раму. Обратите внимание на раму, что вы не найдете в музее ни одной похожей рамы. Уже заметил. Да, супруга занимается специальным подбором рам, привозимых и из Италии, с Испании, с Чехии, то есть заказываем эксклюзивные варианты, и так, чтобы картина еще билась. Специалистов по обрамлению рам в России вообще нет. В Русском музее там остался один специалист, а больше нет. То есть нету вообще того, кто мог бы проконсультировать, а какая рама... Чтобы подчеркнуть индивидуальность, я так понимаю. Да, и в то же время не размыть картину рамы. То есть, и поэтому все рамы, они являются такой составляющей. Да, это уникальный стиль. Виталий Шаповалов работает специальной техникой, он и художник, и каллиграф. И эта тончайшая техника, он наносит слой, потом закрашивает, наносит, закрашивает. Настолько все тонко и необычно. Он сам не так часто выходит из дома по причине частых болезней, да, талант просто необыкновенный. А опять же, обратите внимание на раму, как она сделана очень оригинально. Вроде современная. Это не иконопись, это именно Конечно. Стиль. Это каллиграфия. Да, нет. Он как раз изобразил там, да, необычно. Получается многослойная такая. Это, кстати, не акварель, нет, случайно? То есть, судя по... Акварель, да. Акварель? Да. Поразительно. Да. Никогда не видел такого. Да, нет, он действительно необыкновенный. И мы этих самородков отовсюду вытаскиваем. Здесь, соответственно, у нас представлена
западная культура, но как могли. Опять же, везде разные страны, то есть и представленные России, в то же время там Соединенные Штаты, Франция, Норвегия, Венгрия, Австралия. Вот обратите внимание, Варвара Пантелеева пишет именно в традиционном английском стиле. То есть такое ощущение, когда приходят китайцы, смотрят, говорят, слушай, а вы это на принтере напечатали? Да нет, это вот одна из моих, так скажем, вот любимых работ. Да, она для меня иногда пишет, когда у меня супруга пишет стихи, иногда я стараюсь стихи обрамлять как раз вот в этот стиль. Очень красиво. Талант, он сразу виден, не надо много говорить, его видишь, и оно на душу ложится. Потому что каллиграфию иногда сложно понять по расшифровке, но зато вот сердцем ты ее точно коснешься. Вот. Ну, соответственно, здесь француз, Ларше, да, Жан. Нет его в живых уже. Многих каллиграфов уже нет в живых, таких действительно маститых. Я так понимаю, все началось с частной коллекции же, да? Просто с увлечения? Все началось, вот, если положить руку на сердце, как все такое вот интересное начинается вообще не с того конца. То есть, как бы я и каллиграфия, вещи, возможно, были несовместимы, но волей случая получилось так, что, собственно говоря, каллиграфия затянула. Это был полет в Ростов-на-Дону, там был один из моих проектов, и в процессе самолет начал вести себя как-то подозрительно. Я настолько перепугался, вообще боюсь летать. В этот момент попался журнал, чтобы мне не выйти из самолета пешком и не напугать людей со страха, я начал читать об умирающей каллиграфии. Ну, думаю, если мы сядем, то она будет жить. И вот, представляешь, я приземлился и поехал к автору этой статьи в Ростове-на-Дону, Проненко, Леонид Проненко. Это вот самый первый каллиграф, кого я в жизни вообще встретил. Он мне дает свою книгу, я ее в запой читаю. Через неделю здесь сидели все, кто еще остался на территории Российской Федерации, живой, здравствующий и готовый двигаться вперед. 7 мастодонтов этого искусства. Я спросил, ребят, что надо сделать, чтобы каллиграфия не умерла? Они говорят, да все равно умрет. Я говорю, ну давайте что-то сделаем. Вот родилась выставка. А после выставки, когда люди увидели большой вклад, который мы сделали, они просто подарили эти работы. Ну, а куда их вешать-то? То есть у меня было сразу около 150 работ. Ну и пришлось открывать музей. Здесь был склад, я починил и вместо склада сделал музей. Вот такая история, да, она какая-то... Все гениальное творится именно так. А потом я просто это затянуло, потому что через каллиграфию ты открываешь страны, открываешь народы, открываешь культуру. Здесь у тебя Пакистан, здесь Индия, здесь Иран, здесь Израиль с Палестиной. Здесь у тебя арабский мир, допустим, и другие представители там арабского мира, которые, так скажем, находятся в некой дистанции. Здесь Южная и Северная Корея. Вот эта палитра, она просто, ну, не то что затягивает, это просто нечто. И искусство, и живопись, и да, здесь рукописное письмо, то есть это все вместе. Здесь глубинное творчество, да. А ввиду того, что рука, когда прикасается, конечно, это пульс такой четко вычерченной твоей души, потому что это как некая кардиограмма, понимаете? Когда все-таки художник рисует, распознать, что он туда заложил, не всегда возможно без художника, который объяснит тебе эту картину. Вот, допустим, китайская живопись, да, там пока дойдешь до глубины, а что там было там. То здесь, конечно, все-таки надписи, они помогают как раз человеку вывести на какой-то уровень. Я тебя люблю, или это письмо, либо это молитва. То есть и тогда вот все встает на свои места. То есть ты четко чувствуешь... Есть возможность еще объяснить свое творчество непосредственно на объекте творчества. Да. Замысел чувствуешь художника, да. И вот опять же здесь везде, обратите внимание, используют готический стиль там. Везде работают в разных стилях. В этом уникальность, что мы собрали как раз специалистов из разных стран. В музее представлено 70 стран, около 5000 уникальных работ. Было их 4,5 буквально недавно, около 5000 уникальных работ. И работаем с ведущими ассоциациями. Вот в музей на сегодняшний момент попасть простому художнику, каллиграфу нереально. То есть мы берем каллиграфа, у которого есть школа, у которого есть напечатанные работы и который ведет еще классы каллиграфии. То есть некие пассионарные личности, которые реально как-то повлияли на развитие каллиграфии. Ценность музея моментально возросла. А для людей, которые хотят участвовать и развиваться, мы делаем выставку раз в 2 года. И их начинаем отслеживать в процессе, когда они уже встают вот на путь профессионализма, мы их, соответственно, берем в музей, уже заносим в фонды музея. То есть мы не пускаем в музей, вот, чтобы прям, ребята, заходите, вы что-то пишете. Здесь, соответственно, у нас продолжение темы идет европейская каллиграфия, потому что она представлена разными странами. Тут и итальянцы, и французы. Интересные, экспериментальные такие работы. Да. Здесь вот, кстати, выжимка из выставки каллиграфии китайской, которая была. Это 2 павильона, около 5000 квадратных метров, около 450 уникальных работ. Тоже подбирали их через ведущие ассоциации, искали просто таланты. И да, и то есть это в формате именно один пояс, один путь, то есть да. Китайская стратегия.
Первые лица все присутствовали на открытии зампред Государственной Думы, на закрытии был чрезвычайно полномоченный посол, кстати, Куликова, награжденный Синьцзипинем буквально недели две назад. Да, вот как раз посол. Да, то есть были все. А вот этот каллиграф был на самой первой выставке в Санкт-Петербурге. У меня было их два. Один, к сожалению, не дожил до этого вот момента, а вот господин Епинг как раз приехал. И когда посол спрашивает, а как давно вы знакомы с Шабо? Он говорит, да более 11 лет. Говорит, и вот тот так смотрит. Действительно, это было уникально. Это один из великих европейских каллиграфов. Он и школу свою имел, и печатал. И он так мечтал каллиграфию вести в школах, чтобы не потерять это. Вот это его была мечта всей жизни. Легенда, вот когда называешь эту фамилию, у западных специалистов сразу же всплывает, да. Есть же как его по красным паспортам? Не, этот парень работает как бы в такой, в стиле более масштабной каллиграфии, так скажем. Да. Но очень стиль похож. Здесь зашифрованы буквы. Кстати, Дмитрий принимал участие вот в одном из проектов. Сейчас я вам покажу как раз этот проект. Здесь у нас один из самых лучших каллиграфов вообще Ирана. Бахман Пахани. То есть это вот легенда. Их всего, наверное, 4 каллиграфа, кто вот... Это тоже оригинал? Да. Конечно, нет, это не копия. Это... Перчаточки лежат специально, каждый посетитель может полистать. Да. Очень аккуратно. Да. Вот обратите внимание на то. Но здесь, опять же, и стихотворение, насколько тонкие, и плюс стихотворение расшифровывается вот в этом вот. Уникальность в том, что мы прям создавали этот альбом. Ну, а сами стихи великолепны. Это известный поэт Ирана, тоже обратите внимание. Тут. Здесь это без ложной скромности. Вот эти книги, 3 книги, хранятся в 3 известных местах. Первое – это министр обороны Российской Федерации. И наш Эрмитаж, и музей каллиграфии. Все, как говорится, по-взрослому. Ну и, соответственно, какие-то из них мы с вами помним, какие-то нет. Запутать императору, чтобы он переплыл море, да, ну и так далее. И тут действительно, мне кажется, для жизни я иногда открываю, там, не нахожу. Это одна из работающих просто. Да, занять нож, чтобы убить недуга, да, то есть не купить его, а именно занять, да, спокойно ждать, когда враг утомится. Ну это же действительно, это вот просто, особенно в переговорном процессе, когда с ребятами садишься, и я... Столько книг написано по 36 стратегем, что это, пожалуй, действительно одна из мудрейших работ. Хотя многие сейчас уже так воспринимают ее, как, ну сколько же можно, но да, грабить во время пожара. Так работал Лулей, это китайский каллиграф, он сейчас живет в Санкт-Петербурге, а этот работал как раз Дмитрий Ломанов. Да, то есть это полуустав наш типичный. Да. Как раз это, собственно, дополнило. Да. Классно. Это тоже, так понимаю, литографии, да? Да, заказывали. Это редкая книга «Санкт-Петербург». Вот они наши партнеры, вот изготовили для... Да, но это уникальные ребята, мы с ними... Вот многие работы здесь, которые вы видите, как раз сделаны специально для музея. Здесь, соответственно, традиционная русская каллиграфия, устав, полуустав. И самое интересное, если вы откроете 50-рублевую купюру, то Юрий Иванович как раз автор еще и этих денег. Да, он как раз с госзнака, то есть не просто, а это легенда. Преподает тоже у нас в школе. Вот, кстати, у нас преподают в школе только профессора, то есть люди, которые профессионально знают этот предмет. Специально не берем там кого-то опять, кто ему просто нравится рисовать, он что-то знает. Берем вот маститых людей, которые вот четко знают предмет, знают историю, пишут книги. Я сейчас вам покажу книги. То есть мы издаем книги еще по каллиграфии. Кстати, музей мог себе позволить, здесь единственный музей вообще, по-моему, среди частных музеев, выставлять образцы каллиграфии 15-16 века, берестяные грамоты из Великого Новгорода. Мы специально привозили, переделали нашу сакральную комнату. И здесь, соответственно, глаголица. Это самое первое письмо славян. А из какого материала, кстати, это краска? Это воск. Воск, да. Ее стирали. Воск, соответственно, колируется чем-то, пигментом, да? Не, это, видите, вот специальная чертилка, ее стирают и заново пишут. Это такая я понял. Прототип тех самых дощечек. Давайте посмотрим фильм тогда. Вот буквально коротко. Это презентация китайской каллиграфии, как это было здесь. Это было 14 декабря 2018 года. Шла подготовка массовая. То есть нам 10 лет исполнилось, и мы, соответственно, начали готовиться. На Западе скульптуру именуют застывшей музыкой. Каллиграфию вполне можно назвать... 18 СМИ осветило, так было масштабно. А сейчас мы зафиксировали 85 СМИ. Вот, на которых китайцы. Да.
Я что заметил, вот как вы сказали, вот это рамы везде свои. Пушкин вера. Это Как здесь рама работает? да, Как да, она да. вот тонкость, вот это изящество? Ну, это у Ольги, конечно, спасибо. У меня супруга, она же ведет и мастер-классы здесь с детишками. 8 лет работает для детей, для взрослых. Вот это все на ней лежит. Вот я как бы, потому что у меня и физически не хватает, а у нее еще 4 ребенка, и как бы и дом, и я еще там со своими прибамбахами. И вот все она вот творит, конечно. Это весь музей на ней. Вот рама под телевизор, вот еще где-то. Все ее вот задумки. А Нджам Агдау, я его увидел в Париже в одной из галерей. Стоимость работы, по-моему, от 25 до 30 тысяч евро. Он расписывает самолеты шейхом. То есть это уровень вообще запредельный. Одну из работ он мне любезно подарил, соответственно. Да, он привез триптих, вот одну отдал мне. Посмотрел, как я сделал. А я делал это в другом павильоне, тоже было 5000 квадратных метров, у него глаза по 5 копеек. То есть, говорит, слушай, говорит, бери, говорит, все. И принцип, мы не покупаем работы. Я прям говорю, что я вкладываю деньги в развитие музея, а в начале экспозиции я вам открою, вот я тебе рассказывал, уже маленький секрет, как мы вносим это вот в госкаталог. То есть документы, все это вот официально, на сайте правительства Российской Федерации. Вначале там от Музея Востока заключение. Да, абсолютно точно. Здесь у нас пошла, соответственно, арабская каллиграфия, пакистанцы, наши специалисты, тоже вот очень необычно, да, вот этот вот как раз. Вот он. Да, это просто, да, это просто что-то, да. Но здесь же, опять же, зашифрованные суры, вот это он, Нджам Вот Агдау. его работа. Да, это его одна из его работ, Нджам Агдау. С Аврамом, когда вот он нам работы делал для музея, так едем покупать кошерную, опять же, кожу. То есть это специальный квартал, там ее специально выделывают. Это целая восковая операция, одеться надо туда соответствующим образом. Получается, как бы вот очень классная концепция. То есть вы вкладываете ресурс в развитие, продвижение всего этого. Мастера вам же тут работы, но это для них огромнейшая же Конечно, то есть популяризация творчества. они себя вбивают клином в историю мировой культуры. Это очень интересно. А сейчас статус музея уже растет, его знают во всем мире, поэтому как бы уже стоят люди в очередь, чтобы попасть, мы не спешим. А выездные какие-то выставки делали за пределами? Ну, делали Великий Новгород, Санкт-Петербург, то есть выезжали, да. Пока в России? Пока в России, да. И какие-то планы есть такого формата? Ну, думаю, что вот действую по принципу китайскому, все крутится Здесь вокруг. просто Да, все здесь, все в дом. Меньше энергии, чтобы я мог потратить ее на более созидать. Здесь, соответственно, у нас южные корейцы, слева-справа, здесь японцы. Был у нас здесь и посол нынешней Корейской Народной Республики. Он был в другой должности, еще, по-моему, первого секретаря, и предложил сделать выставку, посвященную 30-летию установления дипотношений. Сейчас идем переговоры с ассоциацией каллиграфов. Тоже необычные, да, стили, но используют, как и все китайские иероглифы, которые так или иначе понятны специалистам. Здесь, соответственно, у нас с вами китайская тема. Ну, как говорил, что экспозиция обновляется достаточно часто. У нас в базе около 3500 любителей музея. Делаем рассылку, и какая-то там 10-я часть приходит и смотрит на обновленную экспозицию. Ну, пополняется очень быстро. Мы, опять же, весь мир охватываем. Мечтаем как бы собрать полностью коллекцию по принадлежащих или входящих в Организацию Объединенных Наций стран. Да. В каждой стране есть какие-то... Так или иначе пересекается, да, так или иначе есть, ну, может быть, не в том масштабе, как в Китае, но присутствует, да. То есть ищем, отыскиваем. Ну, то есть есть даже, может быть, если у них у страны не было какой-то древней традиции каллиграфии, может быть, есть мастера, которые сейчас, работая там где-нибудь в Австралии, там, создают какие-то оригинальные работы. Да, абсолютно точно. Ну, здесь, соответственно, Пакистан, Индия, Тибет, да. А вот обратите внимание, это самая первая работа из Тайваня. Вот, прочитайте вот в глазочек. Да, вот этой работе ровно 11 лет. Это самая первая работа, которая появилась после... Прям левша, который... Да, вот сейчас он для нас сделал целую серию таких работ, и мы, соответственно, планируем вот перевести их сюда, в музей, вот миниатюрных. Это будет около 15 разнообразных, будет отдельная экспозиция по миниатюрным работам. Монгольскую каллиграфию, я думаю, Сереж, вы тоже не часто встречали, сейчас покажу, да, они же возрождают и язык свой, где-то тоже целая песня. Вот мы были во внутренней, во внешней Монголии. Вот, кстати, ребят, вот, соответственно, Монголия. То есть это древнемонгольский да, напоминает Ашхарамасу. Древнекитайские вот эти ваньяны. Может быть. Протоиероглифы. Поразительные вообще. Все каллиграфы так или иначе являются профессорами либо кандидатами в своем направлении, читают лекции. Вот, кстати, вот здесь
Авраам Борщевский – это мезуза, который сделал самый большой, он софер профессиональный и, соответственно, преподает каллиграфию в Израиле. А это, соответственно, у нас каллиграф, которого мы видели в Лондоне, да, Мансур Насар. Он иорданец сам, но живет в Лондоне, преподает в Лондонском институте дизайна как бы каллиграфию. Говорит по-английски великолепно. Ну и тематика этой комнаты сакральная, да, то есть грехов юности моих прошу не поминать. То есть выдержка, соответственно, из Евангелия Пятикнижия, из Сур. И, соответственно, все объединяет все религии тем, что вот все, что было, не поминай, как говорится, лихом, вот я изменился и двигаюсь дальше. Это вот такая, знаете, для людей... Хорошая объединяющая концепция. Да, да. Все звучит одинаково абсолютно, просто в разной интерпретации. То есть исламская традиция. Израиль, да, иудаизм и нашу, да. И здесь декалог, это вот, соответственно, 10 заповедей на 9 языках. А это кто работал? А это опять же редкая книга Санкт-Петербург. То есть это ваше издание? Они дарят нам, да, то есть это вот, опять же, принцип работы, что в музей популяризируют, но не покупают. Художники, опять же, это понимают очень глубоко, они понимают, с кем имеют дело. Причем это наиболее глубоко понимают наиболее талантливые художники. Как правило, да. И опять же, уникальные рамы, да, то есть если обратим внимание, насколько вот рама сочетается с самой работой. По цветовой гамме и по вот ощущениям там вот на той вот изящной работе девушки. Ну да, вообще, да, обратили внимание. Да, или вот на этот круг тоже. Да, вот. да, да. Испания, если не Я ошибаюсь. тоже впервые вижу. Я вообще очень люблю музеи, и когда куда-то приезжаю на любую страну, я всегда первым делом иду в музей современного искусства, музей классического искусства, там вот все. Но вот с рамами я это вижу впервые вообще в жизни, что вот именно было видно, что специально делалась рама под работу в таком количестве. Или вот здесь, обратите внимание, тоже настолько это вот, ну, Это вообще... и не придумаешь просто. А вот это как раз Юрий Иванович пишет каждую страницу. То есть мы запротоколировали. Этот проект называется там 80 865 по количеству знаков. Проект Конституции. Я ее пока еще не опубликовал, потому что идет завершение. Вот каждую страницу он приходит, 93 786. И он начинает писать. И мы каждую страницу протоколируем. То есть у нас этот первый вариант был написан старый Чебитько Петром Петровичем, а Юрий Иванович пишет новый вариант Конституции. Вот сейчас уже как бы на стадии завершения. Ну вот уже второй год мы пишем ее. То есть этот проект такой неспешный, потому что и время, он же и преподает. Идея была такая, что президент должен положить руку на одухотворенную книгу. Не просто там отпечатанную, а вымученную, так скажем, каждая буква должна нести смысл глубинный. Если это вот Конституция, если мы хотим жить по правилам. Если мы хотим жить по формальным правилам, можно отпечатать и положить, и жить формально. А здесь нет формализма, вот обратите внимание. Это все, понимаете, это вот, ну, как сказать, это глубина. Он, во-первых, и художник заслуженный, и книги пишет. То есть это не просто личность, это, если в сравнении, то, наверное, можно перевести в разряд как софер у израильтян, у евреев, который пишет священные свитки, также и наш мастер, который пишет Конституцию, который вот рожден для этого. Он выстрадал это, он это знает, он это, собственно говоря, умеет делать. Это его профессия, вот так скажем. Обратите внимание, у нас глобусы стоят без границ, как раз символ того, что нету границ у культуры, они все просто стираются здесь. Как раз и нельзя найти, где ты находишься, в Европе или в Америке. Ты находишься вот среди людей талантливых, поэтому неважно, где ты находишься, всегда найдешь с ними общий язык. Мы тем самым так, ну, кто-то замечает, кто-то нет, а я вам просто сфокусировал внимание, что это вот как раз символ музея такой вот. Глобальности и отсутствие каких-то ограничений. Да. Признака национальности не существует. Существует признак именно талантливости, то есть строение мозга и талантливого человека. Для меня это самое основное. Все остальное, там цвет кожи, разрез глаз, религиозные какие-то воззрения вообще не беру. Ну, вот здесь, как раз в этом зале, так специально вот отгородили, подчеркнули эту концепцию единства. И... Да, и не повторим, что вроде из разных источников, а все едино все равно. То есть вот все абсолютно. Спасибо Ну что, огромное. пойдемте чайку попьем, да.